Охренеть. Этой ночью Россия и Украина решили помериться силами, показать всему миру, чему они научились за годы боевых действий, какие у них технологические прорывы, какие возможности, успехи, способность к стратегическому мышлению, к тактическим ударам. И давайте подведем итог. Этой ночью были очень мощные удары со стороны Украины, со стороны России. И я из разных источников попытался собрать такую хронологию ночи 17 мая, вот только что она прошла, 26 года. Кто что показал. Вот такое у нас было соревнование. Украинская сторона, по данным воздушных сил ВСУ, Россия запустила 287 беспилотников, сбили или подавили 279 из них со стороны Украины. Фиксировали попадания или падение обломков на 7-8 локациях в Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях. О жертвах и серьезных разрушениях от этой волны официально не сообщали. Российская сторона, Минобороны, заявила об уничтожении 556 украинских БПЛА над более чем 12 регионами: Белгород, Курск, Брянск, Орел, Тульская, Смоленская, Тверская, Псковская, Липецкая, Ростовская, Краснодарский край, Крым, акватория Черного, Азовского морей. В районе Москвы сбили около 73-81 дрона. Конкретные попадания и последствия в московском регионе, в основном это было где-то в районе 3-5 часов утра. Химки, микрорайон Старбеево. Дрон попал в частный дом, погибла женщина, еще один человек под завалами. Мытищи, деревня Погорелки. Дрон в строящийся дом, погибли мужчина и женщина. Зеленоград, множественные взрывы, пожар в технопарке Элма, производство электроники, более 150 резидентов. Поврежден жилой дом, выбиты балконы, стекла в машинах. Истра, Дедовск. Попадание в многоэтажку на улице Космонавтов. 6 частных домов в поселке Агрогородок. Пострадали 4 человека, 3 мужчин, 1 женщина. Красногорск. Путилково. Дрон в многоэтажку на Сходнинской улице. 33 повреждены квартиры, пострадавших нет. Нарафаминский округ. Деревня Субботина. Загорелся частный дом, пострадавших нет. Солнечногорский округ. Деревня Дурыкина. Пожар на Солнечногорской наливной станции. Крупный топливный объект. Резервуары с бензином и дизелем. Сергиев Посад. Обломками повреждены 4 частных дома и 3 автомобиля. Пострадавших нет. Аэропорт Шереметьево. Пожар после падения обломков, предположительно возле ВПП-3. Пострадавших нет. Все московские аэропорты вводили план «Ковер». Итоговые потери в московском регионе, по официальным данным: 3 погибших, 12 раненых. В Москве в основном строители у московского МПЗ в Капотне, сам завод не пострадал. Несколько пострадавших в области. Люди в соцсетях писали о большом количестве взрывов и пожаров в Зеленограде и Подмосковье с ночи до утра. Это одна из самых массированных атак дронами по Москве. Ну, я отслеживаю вот количество залетающих дронов. По Минобороны, например, со стороны России отчитывается. Вот у меня на памяти в районе 300 это был, ну, то есть это был вот очень много. То есть в этот раз практически в 2 раза больше. Одна из самых массированных атак, ну уж тем более по Москве и области, за все время по количеству запущенных и по географии попаданий в жилые дома и инфраструктуру. Официальные цифры жертв держатся пока что, по крайней мере, на минимуме. По повреждениям жилых домов: 2 стратегических объекта, топливный терминал, технопарк с микроэлектроникой. Кстати, вот многие обсуждают, что стараются заманить студентов, там вот собирать эти самые беспилотники. Ну, это к слову так, просто многие блогеры со своей стороны призывают быть очень осторожными, потому что это полноценная цель военная. Ну, то есть, может туда чиновников посадить, пусть чиновники собирают. Может Путина там резиденцию рядом сделать, да, потому что, ну, по Путину же, наверное, не станут стрелять. Ну, я как теоретически, да, вот пытаюсь. Не надо студентов, не надо молодежь. Молодежь надо беречь. Если собирать дроны, то Госдуму туда перевести, пусть они поголосовали, пошли пособирали, да. Ну, так вот, можешь же решить. Но это к слову. Подтверждены и российскими, и независимыми источниками. Общая сводка такая данного обмена, и выглядит, что Украина была, скажем так, более точной, более, ну, то есть много объектов, много территорий охватывает, и тут явно, как судья, если это превратить в образ такой, да, соревнования 2 спортсменов, контактного единоборства, то вот тот, кто представляет Россию, на нем живого места нет. Тот, кто представляет Украину, ну, тоже пара пропущенных было.
Пишите, что думаете. Самое главное, берегите себя. Не надо жить в опасных зонах, надо жить в безопасных. А если у правительства, которое о вас должно заботиться, не может вас перевести, помочь вам где-то, эвакуироваться, да, этому есть простое название, да, то значит, либо спасают вас, либо меняют правительство. Обычно так. Но правительство в некоторых странах, если говорить о России в частности, оно вводит белые списки. То есть все запрещено. Видимо, понимают эту самую логику. Так что, видимо, я не вру, да, потому что когда я высказываю очевидную логику, либо вы защищаете людей, либо вы нахрен не нужны. Да, похоже, понимают те, да, которые, похоже, не нужны. Поэтому они начинают вводить запреты, запрещать интернет, запрещать общаться людям, потому что эта логика, она прописная истина, так это назовем. Слоган. Короче говоря, друзья мои, держитесь слогана, но самое главное, держитесь своих жизней, своих близких, родных, будьте осторожны, сберегайте себя, забережете весь мир. Человеческая жизнь – это весь мир. Я понимаю, что кто-то этого не понимает во властях, ну, вы это понимаете. Увидимся.